Вы когда-нибудь задумывались, глядя на свою кошку, которая мирно спит на диване, действительно ли ей хорошо? Не просто накормлена ли она или здорова ли физически, а действительно ли она процветает в своей повседневной жизни? Кошки мастера маскировки и их истинные чувства часто скрыты за загадочными взглядами и тихим мурчанием. Но если вы знаете, куда смотреть, они подают вам четкие сигналы, которые легко проигнорировать, если не понимать их значения. Сегодня мы взломаем код кошачьего благополучия. Мы разберем 8 конкретных признаков, подтвержденных наукой и поведением, которые доказывают: вы замечательный хозяин, а ваша кошка чувствует себя в полной безопасности и любви. Мы пройдем путь от движения их глаз до того, как они воспринимают ваш дом как свою крепость. Если вы заметите эти признаки у своего питомца, значит, вы создали для него мир, о котором мечтает каждая кошка. Признак номер 1. Магия медленного моргания. Начнем с самого простого, но глубокого жеста. Представьте, вы смотрите на кошку из другого конца комнаты. Ваши глаза встречаются, и вдруг она медленно, лениво прикрывает веки, замирает на секунду и также плавно открывает их. Это не просто сонливость. Исследователи из университета Сассекса доказали, что это медленное моргание — один из самых четких сигналов того, как кошка относится к вам. В мире кошек пристальный, прямой взгляд — это угроза, сигнал к возможной драке. Поэтому, когда ваша кошка смягчает взгляд и медленно моргает, она делает нечто противоположное угрозе. Она говорит: «Я чувствую себя с тобой в такой безопасности, что могу полностью расслабить лицо и закрыть глаза». У расслабленной кошки вы увидите мягкие глаза, полуприкрытые веки и отсутствие напряжения вокруг вибрис усов. Самое прекрасное, что вы можете ответить ей на ее языке. Поймайте ее взгляд, расслабьте свое лицо и медленно закройте глаза на пару секунд, а затем откройте. Многие кошки ответят вам тем же, и этот безмолвный диалог — признак глубочайшего доверия, который стоит дороже любых слов. Если же глаза кошки широко открыты, взгляд застыл, а тело напряжено — это признак беспокойства. Но сонный, мягкий взгляд — это знак того, что за ней действительно хорошо ухаживают. Признак номер 2. Хвост как флаг приветствия. Второй признак вы можете заметить в ту самую секунду, когда входите в дверь после рабочего дня. Обратите внимание на хвост вашей кошки. Если он поднят вертикально вверх, как мачта, а его кончик слегка загнут в сторону «поздравляю», вы получили самое дружелюбное приветствие, на которое только способна кошка. Биологи называют это «хвост вверх» — tail up. Это удивительное поведение, потому что дикие предки кошек, ведущие одиночный образ жизни, так друг друга не приветствуют. Этот сигнал развился в процессе одомашнивания, когда кошки начали жить группами и рядом с людьми. Это социальный инструмент, который вид создавал тысячи лет специально для общения с теми, кому они доверяют. Когда хвост идет вверх, при виде вас это одновременно и приветствие, и приглашение к общению. Часто это сопровождается тем, что кошка направляет тело к вам, издает мягкую трель или трется боком о ваши ноги. Почему это признак хорошего ухода? Потому что кошка, которая чувствует себя в безопасности, сыто и спокойно, предлагает этот жест легко и часто. В спокойном доме ваше возвращение — это действительно хорошая новость для нее. Сравните это с хвостом, который прижат к телу, поджат или распушен от страха — это сигналы стресса. Но вертикальный хвост с завитком на конце — это символ того, что кошка счастлива быть рядом с вами. Признак номер 3 — глубина и уязвимость сна. Кошки по своей природе бдительные существа. Даже когда они отдыхают, одно ухо часто слушает, готовое проснуться от малейшего шороха. В дикой природе слишком глубокий сон на открытом месте делает кошку легкой мишенью. Именно поэтому то, как глубоко спит ваша кошка, говорит о ее доверии к окружающей среде. Самый яркий индикатор здесь — открытый живот. Живот — это самая незащищенная часть тела, где нет ребер, прикрывающих внутренние органы. Когда кошка перекатывается на спину и оставляет живот открытым, особенно рядом с вами, она демонстрирует,
что не ожидает никакой опасности. Это одна из самых уязвимых позиций, которую она может принять. Посмотрите на детали глубокого сна. Дергающиеся лапки и подрагивающие усы обычно означают, что она погрузилась в фазу сновидений. Ее тело становится мягким и обмякшим. Она может полностью завалиться на бок. Кошка, которая чувствует хотя бы малейшее напряжение, никогда так не расслабится. Важное предупреждение. Открытый живот– это знак комфорта, но не всегда приглашение его погладить. Для многих кошек эта зона остается запретной для прикосновений даже с любимыми людьми, и попытка погладить может закончиться быстрым ударом лапой. Если вы уважаете ее границы и не трогаете живот, когда она его показывает, она будет чувствовать себя в еще большей безопасности. Также обратите внимание на место сна. Если кошка выбирает место рядом с вами, на вашей кровати или в кресле, которое пахнет вами, она включает вас в свое самое безопасное пространство в доме. Признак номер 4. Лишняя кожа– секрет первозданной складки. Иногда хозяева смотрят на свою кошку сбоку, когда она идет, и замечают дряблый лоскут кожи и меха, свисающий вдоль нижней части живота и колышущийся между задними лапами. Многие начинают беспокоиться, что их питомец набрал лишний вес, но на самом деле это признак того, что вы понимаете анатомию своей кошки. Этот лоскут называется примордиальный первозданный мешок. Это абсолютно нормальная часть кошачьего тела, которая есть у всех, у стройных кошек, у пушистых и даже у львов и тигров. Он появляется в возрасте от 6 месяцев до года. У него есть 3 важные функции. И защита. Кошки бьют задними лапами во время драки, так называемый кроличий удар, и этот слой кожи защищает мягкие органы живота от когтей. Гибкость. Складка позволяет телу растягиваться сильнее, когда кошка бежит или прыгает. 3. Хранение. Небольшой запас места для энергии после обильной трапезы. Признак хорошего ухода здесь в том, что вы не сокращаете кошке еду из ложного беспокойства о ее весе, а знаете, как его проверить правильно. Чтобы узнать, не толстая ли кошка, игнорируйте этот мешочек и используйте метод оценки состояния тела. Посмотрите сверху. За ребрами должна быть видна небольшая талия. Проведите пальцами по ребрам. Вы должны чувствовать их без сильного нажатия, но они не должны торчать. Мягкий мешочек на кошке с четкой талией и прощупываемыми ребрами – это признак здорового, хорошо питающегося тела. Признак номер 5. Уверенность у миски с едой. Принятие пищи – это момент, когда кошка максимально уязвима. Голова опущена, глаза в миске, внимание отвлечено от того, что происходит вокруг. В дикой природе это рискованный момент, поэтому то, как ваша кошка подходит к еде, показывает, насколько безопасно она себя чувствует в вашем доме. Кошка, за которой хорошо ухаживают, ест с спокойной уверенностью. Она подходит к миске в ровном темпе, устраивается и ест ритмично, не вздрагивая от каждого звука. Она не заглатывает еду в панике, будто ее сейчас отнимут, и не ходит кругами вокруг миски по 10 минут, набираясь смелости. Если она ест спокойно, когда вы двигаетесь рядом, это означает, что она полностью доверяет вам и окружающей среде. Также важно внимание к воде. Кошки по природе пьют мало, так как их предки жили в пустыне и получали влагу из пищи. Признак вдумчивого ухода – это свежая вода, доступная всегда, желательно в широкой миске или питьевом фонтанчике. И еще один секрет опытных хозяев. Кошки предпочитают, чтобы вода стояла отдельно от еды, это древний инстинкт сохранения чистоты источника. Признак хорошей гидратации – яркие глаза, эластичная кожа и стабильная энергия. Если ваша кошка ест и пьет так, будто жизнь легка и приятна, это ваша заслуга. Признак номер 6. Внутренний котенок во взрослом возрасте. Ваша солидная взрослая кошка вдруг приседает, виляет задом и несется через всю комнату за игрушкой, тенью или просто за невидимкой. Эти приступы активности, засады на ваши лодыжки и серьезная охота на скомканный чек – один из самых сильных признаков процветания. Игра для кошки – это практика охоты, выслеживание, погоня, прыжок, захват и финальный укус.
Когда кошка играет, она проходит через всю эту встроенную последовательность действий, что приносит ей глубокое удовлетворение. Для игры кошке нужны 3 вещи. 1. Энергия, здоровое тело. 2. Уверенность, безопасная среда. 3. Спокойный разум, отсутствие стресса. Кошки, которые болеют или напуганы, перестают играть и становятся тихими. Если взрослая кошка прыгает и борется, значит все 3 фактора на месте. Мастерство ухода проявляется и в том, как вы играете. Позволяете ли вы кошке побеждать? Лазерная указка, которую невозможно поймать, может оставить кошку разочарованной. Хороший хозяин дает ей схватить реальную игрушку или удочку в конце охоты, чтобы завершить биологический цикл успеха. И хотя с годами энергия становится спокойнее, даже пожилая кошка, которая все еще проявляет интерес к любимому перышку, показывает, что она чувствует себя прекрасно. Признак номер 7. Звуки, созданные специально для вас. Внимательно прислушайтесь к звукам, которые издает ваша кошка. Знаете ли вы, что взрослые кошки почти не мяукают друг на друга? Между собой они общаются через запахи, язык тела и редкое шипение. Знаменитое мяу — это звук, который кошки развили специально для общения с людьми. Ваша кошка поняла, что вы реагируете на звук, и создала целый набор сигналов для вас. Особый признак — это трели и короткие чирикающие звуки, которые она издает, когда подходит к вам. Это идет из детства. Кошка-мать использует похожий звук, чтобы собрать котят. Кошки, которые чувствуют себя в безопасности и имеют крепкую связь с хозяином, переносят этот звук во взрослую жизнь и направляют его на людей, которым доверяют. Разговорчивая кошка — это обычно комфортная и экспрессивная кошка. Мягкие ответы, когда вы называете ее имя, или короткое мяуканье при встрече — это диалог, который возможен только в условиях полной безопасности. Мурчание тоже важно, но помните, кошки иногда мурчат, когда напуганы, чтобы успокоить себя. Но мурчание в сочетании с расслабленным телом и мягким взглядом — это неоспоримый признак счастья. Признак номер 8. Принцип надежной базы. Наконец, самый глубокий и обнадеживающий признак. Понаблюдайте за кошкой в течение обычного дня. Она уходит исследовать дом, спит где-то, в одиночестве, смотрит в окно, но через какое-то время, без видимой причины, всегда возвращается к вам. Она может просто потереться о ногу, запрыгнуть на диван рядом или просто проверить, на месте ли вы, прежде чем снова уйти по своим делам. Исследователи поведения объясняют это концепцией надежной базы. Кошка, которая чувствует себя по-настоящему защищенной, воспринимает своего любимого человека как надежную точку возврата. Это дает ей уверенность бродить и изучать мир, потому что она знает, безопасность всегда рядом. Уход в другую комнату — это признак уверенности, а возвращение — это признак доверия. Многих владельцев это удивляет, но кошка с крепкой связью может спокойно спать в другой части дома и жить своей рутиной. И при этом она снова выбирает прийти к вам. Этот баланс между самостоятельностью и потребностью быть рядом — результат того, что все ее потребности удовлетворены. Кошка, которая чувствует себя свободной быть собой рядом с вами и продолжает возвращаться, это кошка, которая знает, что о ней по-настоящему заботятся. Вы ее мир. Если вы узнали в этих описаниях свою кошку, поздравляю. Все эти знаки, медленные блинки, поднятые хвосты, глубокий сон и внезапные игры складываются в одну большую картину. Вы создали не просто дом, а тихую гавань, где хищник может позволить себе быть уязвимым. Ваша кошка не может сказать спасибо словами, но она говорит это каждый раз, когда выбирает спать у вас в ногах или издает приветственную трель. Помните, для вас кошка — это часть жизни, но для нее вы — это и есть вся жизнь. И то, что она чувствует себя в ней так уверенно, ваше самое большое достижение как хозяина. Напишите в комментариях, сколько признаков из 8 вы заметили у своего питомца. Какой из них кажется вам самым трогательным? Давайте ценить эти маленькие, но такие важные сигналы любви. Берегите своих кошек, и они ответят вам преданностью, которая длится всю жизнь. До встречи в следующем видео.